Как работает квантовый компьютер? В этом видео мы расскажем о принципе работы квантового компьютера на очень простом и понятном примере. Охватить и понять всю квантовую механику невозможно, но мы постараемся рассказать вам базовые аспекты работы квантового компьютера. Что такое квантовый компьютер? Квантовый компьютер – это компьютер, который использует для вычисления работы квантовую механику. Это позволяет ему решать некоторые вычислительные задачи намного эффективнее, чем это делает обычный классический компьютер. Видео о том, почему квантовый компьютер никак не угрожает биткоину, вы можете посмотреть на нашем канале или нажать на подсказку в правом верхнем углу экрана. Начнем с разбора того, как обычный компьютер хранит информацию. Информация в обычном компьютере может быть представлена в виде нулей и единиц. В виде нулей и единиц может быть представлена любая информация – картинки, видео, текст и так далее. Единица измерения информации в обычном компьютере называется бит. Квантовый компьютер не использует биты для представления информации, а использует так называемые квантовые биты, или же кубиты. Каждый кубит может быть не только представлен как единица или ноль, но также может быть представлен как единица и ноль одновременно. Но что это значит? Давайте разберем на простом примере. Предположим, что у вас есть туристическое агентство, и вам нужно переместить группу людей из одной локации в другую. Чтобы пример был достаточно простой, скажем, что вам необходимо переместить всего одну группу из 3 человек – Алису, Боба и Криса. Вы заказали 2 такси, и вам необходимо разместить туристов. Предположим, что у вас есть информация о том, кто с кем дружит и кто с кем враждует. Алиса и Боб – друзья, Алиса и Крис – враги, Боб и Крис – враги. Ваша цель в данном случае – это распределить группу из 3 человек в 2 такси таким образом, чтобы выполнить определенные 2 задания. Максимально увеличить количество пар друзей, которые поедут в одной машине. Максимально уменьшить количество врагов, которые поедут в одной машине. Теперь давайте подумаем, как мы сможем решить данную проблему с помощью обычного компьютера. Чтобы решить эту проблему с помощью обычного неквантового компьютера, для начала необходимо выяснить, как хранить соответствующую информацию с помощью битов. Давайте обозначим 2 такси – такси 0 и такси 1. Теперь вы можете представить, кто попадет в какую машину с помощью всего лишь 3 бит. Например, мы можем установить 3 бита в 0, 0 и 1 для представления следующей информации. Алиса садится в такси 0, Боб садится в такси 0, Крис садится в такси 1. Поскольку у каждого человека есть 2 варианта, есть 8 способов разделить эту группу по 2 машинам. Вот так выглядит таблица всех возможных вариантов распределения. Используя 3 бита, вы представляете любой из этих вариантов. Теперь, используя обычный компьютер, как мы определим, какой из вариантов является лучшим решением? Чтобы сделать это, давайте определим, как мы можем рассчитать оценку для каждого варианта. Эта оценка будет представлять степень, в которой каждое решение достигает 2 целей, которые мы упоминали ранее. Давайте выведем формулу для расчета наших результатов. Оценка конечного варианта равно количеству пар друзей в одной машине минус количество пар врагов в одной машине. Для примера предположим, что Алиса, Боб и Крис садятся в одно такси. Это может быть представлено 3 битами как 1, 1, 1. В этом случае есть только одна пара друзей, которая поедет в одной машине – Алиса и Боб. Однако есть целых 2 пары врагов, которые поедут в одной машине – Алиса и Крис и Боб и Крис. Итоговая оценка данного варианта – 1 минус 2 равно минус 1. Одна пара друзей минус 2 пары врагов равно минус 1. С помощью обычного компьютера, чтобы найти лучший вариант, необходимо буквально перебрать каждый из вариантов, чтобы найти лучший с наивысшей оценкой. Теперь мы можем увидеть итоговую таблицу с оценками всех вариантов. Как вы можете видеть, есть 2 лучших варианта – 001 и 110. Оба варианта получают оценку 1. Эта проблема довольно проста, но она может стать очень сложной для решения с помощью обычного компьютера, если мы увеличим количество участвующих людей для распределения по такси. Мы видим, что с 3 участниками нам необходимо перебрать 8 возможных вариантов. Что если этих людей станет 4? В этом случае нам необходимо перебрать 16 вариантов. С n количества людей нам необходимо перебрать 2 в степени n вариантов. Что если этих людей 100? 2 в 100 степени примерно равно 10 в 30 степени. Это попросту невозможно решить с помощью обычного компьютера за приемлемое время. Теперь давайте рассмотрим решение этой проблемы с помощью квантового компьютера. Давайте вернемся к группе из 3 людей, которые надо поместить в 2 машины. Как мы видели ранее, здесь 8 вариантов возможного распределения людей. С помощью обычного компьютера, используя 3 бита, мы можем представить лишь один из вариантов одновременно, например 001.
Однако с помощью квантового, используя 3 кубита, мы можем представить все 8 вариантов решения одновременно. Есть множество версий того, как это работает. Для начала рассмотрим первый кубит из этих 3 кубитов. Когда вы устанавливаете его как на 0, так и на единицу суперпозиция, это похоже на создание 2 параллельных миров. Да, звучит странно, но так достаточно просто объяснить принцип работы. В одном из этих параллельных миров кубит установлен на 0, в другом установлен на единицу. Теперь, что если установить второй кубит на 0 и единицу тоже? Тогда, условно говоря, будет создано 4 параллельных мира. В первом мире 2 кубита будут установлены на 0,0, во втором кубиты будут установлены на 0,1, в третьем на 1,0, в четвертом на 1,1. Если установить все 3 кубита на 0,1, условно будет создано 8 параллельных миров. 0,00, 0,01, 0,10, 0,11, 1,00, 1,01, 1,10, 1,11. Это странный способ объяснения, но одновременно одна из самых корректных интерпретаций работы кубитов в реальном мире. Теперь, когда вы применяете какие-то вычисления на этих 3 кубитах, вы на самом деле применяете одно и то же вычисление во всех этих 8 параллельных мирах одновременно. В этом конкретном примере, в теории, квантовый компьютер способен найти лучший вариант за несколько миллисекунд. Опять же, эти варианты 0,01 и 1,10, как мы видели ранее. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо дать квантовому компьютеру 2 вещи. Все потенциально возможные варианты, представленные в кубитах. Функция, которая превращает каждый потенциальный вариант в оценку. В этом случае это функция, которая подсчитывает количество пар друзей и пар врагов, разделяющих один и тот же автомобиль. Однако в реальности есть множество ошибок при запуске квантового компьютера. Таким образом, вместо того, чтобы найти лучшее решение, он может найти второе лучшее решение, третье лучшее решение и так далее. Эти ошибки становятся более заметными, поскольку проблема становится все более сложной. Таким образом, на практике вы, вероятно, захотите запустить ту же операцию на квантовом компьютере десятки раз или сотни. Затем выберите лучший результат из многих результатов, которые вы получите. Когда есть 3 человека, которых нужно распределить по 2 машинам, количество операций, нужных квантовому компьютеру для нахождения лучшего варианта, равно единице. Это потому, что квантовый компьютер вычисляет все варианты одновременно. Когда таких людей 4, количество операций также остается 1. Когда человек 100, количество операций опять же останется равным единице. С помощью одной операции квантовый компьютер вычисляет все оценки из всех возможных вариантов решения одновременно. Но чем больше вариантов решения, тем больше кубит необходимо для вычисления лучшего варианта. На этом все. Огромное спасибо компании D-Wave Systems за предоставленную информацию. Компания D-Wave Systems не так давно запустила сервис облачных квантовых вычислений, который абсолютно бесплатный. Вы можете использовать его для решения определенных вычислительных проблем. Также на этом сервисе есть отличные обучающие туториалы, которые помогут разобраться с работой системы. Ссылку на облачный сервис мы оставим в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Также оставляйте свои комментарии и мысли по поводу квантового компьютера и квантовых вычислений.